Этот маленький мальчик произносит одно слово, плача на слушании по делу об усыновлении. Судья останавливает его сразу после этого. Ранние годы Лукаса были отмечены постоянно меняющейся мозаикой переживаний, в которой были мимолетные моменты радости, но в основном преобладала тревожная неопределенность. Приемная семья стала для него реальностью, и хотя во многих отношениях он оставался ребенком, в его глазах светилась зрелость, несвойственная его годам. С каждым годом он привыкал к непредсказуемой природе своего окружения, из-за чего огромный мир вокруг него казался пугающим и бурным. Каждое новое место работы означало адаптацию к новому набору правил поведения, новым ожиданиям и часто мимолетным привязанностям незнакомцев. У каждого дома был свой собственный ритм, и Лукас, подобно листку, гонимому ветром, пытался найти свое место в этих разнообразных темпах. Иногда он жил в семьях, где были другие приемные дети, и вечера были наполнены рассказами о прошлых семьях и мечтами о будущем. В других случаях он был единственным ребенком в семье, наслаждался временным вниманием, но всегда боялся следующего неизбежного перехода. Несмотря на непостоянство того, что его окружает, в жизни Лукаса есть одна постоянная вещь — хрупкая, помятая фотография улыбающейся пары. Края были потерты от бесчисленного количества раз, а цвета выцвели, но для Лукаса это был драгоценный луч надежды. Они были его биологическими родителями. Он не мог вспомнить их голоса или прикосновения, но эта фотография была ощутимой связью с тем временем, когда жизнь была проще и наполнена безусловной любовью. По ночам он доставал фотографию из тайника, обводил контуры их лиц, пытаясь вспомнить или, возможно, представить себе тепло их объятий. Место. Смена домов и семей стала для Лукаса почти рутиной, и каждая из них оставляла свой неповторимый след в его душе. Однако ничто не могло подготовить его к тому дню, когда он познакомился с Флетчерами. Мистер и миссис Флетчер были милой пожилой парой, на их лицах читалась мудрость прожитых лет, а глаза светились добротой. Их дети выросли и обзавелись собственными семьями, оставив супругов в гулкой тишине дома, который когда-то был полон смеха и хаоса. Лукас, надежно укрепивший свои защитные стены, осторожно вошел в дом Флетчеров. Он на собственном горьком опыте убедился, что надежда может быть опасной вещью, и все же во Флетчерах было что-то такое, что постепенно разрушало его оборону. Возможно, дело было в том, как миссис Флетчер напевала колыбельную, готовя ужин, или в том, как мистер Флетчер терпеливо учил его ухаживать за садом, рассказывая о каждом растении как о дорогом друге. Конец. Супруги, казалось, понимали невысказанные желания Лукаса. Однажды вечером, когда небо окрасилось золотыми красками заката, Лукас нерешительно показал им фотографию своих родителей. Миссис Флетчер взволнованным голосом прошептала: «Дорогой, каждый заслуживает места, где ему по-настоящему место». Именно тогда Лукас испытал чувство, о котором почти забыл — тепло искренней любви. Флетчеры, почувствовав глубокую пустоту в сердце Лукаса и осознав свою собственную, приняли искреннее решение. Они хотели предложить Лукасу то, чего он так долго жаждал — стабильность, любовь и вечный дом. И в этом общем пространстве уязвимости и надежды для Лукаса и Флетчеров началась новая глава, в которой границы между приемной семьей и настоящей семьей начали стираться, навсегда связанные любовью и обещанием жить вечно. Здание суда в тот знаменательный день было не просто сооружением из кирпича и известкового раствора, но и святилищем решений, изменивших его жизнь. Его величественная архитектура, обычно пугающая, казалось, вызывала особую смесь напряжения и надежды. Повсюду, куда ни глянь, суетились люди.
Адвокаты в своих начищенных ботинках и с портфелями в руках обсуждали детали дела, социальные работники, на лицах которых отражались сочувствие и решимость, и полные надежд родители. Их руки звенели в предвкушении. Шепот о мечтах и будущем отдавался тихим эхом. Лукас, хотя и был всего лишь ребенком в этом взрослом мире, чувствовал, что тяжесть этого дня легла на его маленькие плечи. Он тщательно выбирал свой лучший наряд, надеясь произвести хорошее впечатление. Но под маской спокойствия его сердце бешено колотилось. Фотография, его единственная связь с далеким прошлым, была теплой на ощупь, когда он держал ее в руке, надежно спрятанной в кармане. Это была не просто фотография, это была часть его личности, символ надежды, любви и горько-сладкой боли от утраченных воспоминаний. Зал суда с его внушительными деревянными панелями и строгим декором был заполнен до отказа. В воздухе повисло ощутимое ожидание. Все взгляды обратились к судье, когда она заняла свое место. Ее репутация опережала ее. Она была известна своей строгостью, но ее решения всегда принимались в интересах ребенка. Ее стальной взгляд скользнул по залу и, наконец, остановился на Лукасе. Когда с формальностями было покончено, наступил момент истины. Судья ровным голосом задала Лукасу вопрос, пытаясь оценить его понимание предстоящего важного решения. Его утвердительный кивок, хотя и безмолвный, красноречиво свидетельствовал о его понимании. Однако, когда возник следующий вопрос, хочет ли он стать частью семьи Флетчер, на него навалился груз долгих лет, проведенных в приемной семье, тоска по постоянному дому и ошеломляющий характер ситуации. Зал, затаив дыхание, замер в ожидании его ответа. Когда на его глаза навернулись слезы, в зале воцарилась глубокая тишина. Это была тишина, которая говорила о сочувствии, предвкушении и общих надеждах. Эмоции Лукаса, необузданные и незамутненные, вылились в одно единственное слово, эхом разнесшееся по притихшей комнате. «Мама!» Это было не просто слово, это была лавина чувств, мольба, вопрос и отчаянное стремление к подобию нормальной жизни. Суровое выражение лица судьи на мгновение дрогнуло. В ее глазах отразилось глубокое воздействие этого слова. Зал, и без того безмолвный, казалось, погрузился в еще более глубокую тишину, как будто само время затаило дыхание. Взяв себя в руки, судья мягко подтолкнула Лукаса, чтобы он разъяснил, и снова голосом, в котором слышались уязвимость и надежда, он повторил: «Мама!». В этих повторяющихся словах заключались мечты Лукаса о сказках на ночь, о том, чтобы его укрыли одеялом на ночь, о совместном смехе и утешающих объятиях. Это было отражением его путешествия, взлетов и падений, мимолетных мгновений счастья и слишком знакомых мук одиночества. В тот день в здании суда состоялось нечто большее, чем просто слушание по делу об усыновлении. Зрители увидели силу неподдельных эмоций, глубину человеческих связей и неукротимый дух маленького мальчика, стремящегося найти место, которое можно было бы назвать домом. Простое слово «мама» превзошло все формальности и тронуло сердца, напомнив всем присутствующим о фундаментальной потребности человека любить и быть любимым. Атмосфера в зале суда была насыщена эмоциями, а внезапный перерыв, объявленный судьей, усилил ощущение того, что происходит что-то важное. Когда шум в зале постепенно стих, миссис Флетчер бросилась к Лукасу. Несколько шагов, разделявшие их, казалось, растянулись, отягощенные материнским стремлением утешить. Она заключила его в теплые объятия, и ее собственные слезы смешались с его слезами. Простое, но в то же время сильное слово «мама» было не просто призывом к материнской любви. Это сердце Лукаса взывало к постоянному теплу, безопасности и пониманию, которых ему не хватало столько лет.
Вдали от любопытных взглядов зала суда, судья пригласила Лукаса и Флетчеров в свою личную комнату. Комната, обычно служившая местом принятия суровых решений и профессиональной отстраненности, теперь стала убежищем общей уязвимости. Возможность. Когда дверь со щелчком закрылась, судья, слегка ссутулившись в своей обычно непреклонной позе, начала рассказывать историю, которой никто из присутствующих не ожидал. Она рассказала о том, как много лет назад жизнь поставила перед ней ряд задач, с которыми она, как ей казалось, была не в состоянии справиться. В молодости она забеременела, но обстоятельства не позволяли ей растить ребенка. Мир. С тяжелым сердцем она приняла мучительное решение отдать своего сына на усыновление. Подробности ее истории перемежались паузами, и каждый момент молчания был наполнен годами подавляемой тоски и вожделения. С тех пор каждый день был битвой с воспоминаниями, с «что, если?», с пронзительной болью от того, что материнской любви отказывали в ее полном проявлении. Глаза судьи, которые всегда были маяком авторитета и решительности, теперь наполнились слезами сожаления. «Увидев Лукаса», — продолжала она, прерывающимся от волнения голосом, «он так сильно напомнил мне моего собственного сына. Ему было столько же лет. Тот же ищущий, надеющийся взгляд. Как будто судьба распорядилась так, чтобы Лукас появился в зале суда не только как напоминание о ее прошлом, но и как зеркало, отражающее всю глубину неудовлетворенной материнской любви. Для Флетчеров это открытие представило судью в совершенно новом свете. За мантией и молотком скрывалась мать, которой не давали покоя решения, принятые перед лицом трудностей. Миссис Флетчер протянула руку и нежно пожала ее судьям. Это был жест, который превзошел все слова. Это было взаимопонимание двух матерей из разных слоев общества. Одна из них мечтала о ребенке, которого не могла иметь. Другая была на грани того, чтобы принять ребенка в поисках любви. Лукас, осознавший тяжесть этого признания, почувствовал странную связь с судьей. В своей истории она увидела параллели с его собственным жизненным путем, выбором, сделанным от его имени, разрывом биологических связей и общим стремлением к завершению. Зал, наполненный глубоким резонансом общих историй и переплетенных судеб, стал священным пространством исцеления. История судьи, хотя и была болезненной, послужила мостом, соединившим ее, Лукаса и Флетчеров, в замысловатый узор любви, утраты и надежды. Это стало горьким напоминанием о том, что за этими самыми суровыми фасадами часто скрываются истории о душевной боли, и что любовь во всех ее проявлениях обладает способностью залечивать самые глубокие раны. В тихой святости кабинета судьи начали раскрываться неожиданные истины. Старые, сшивающие воедино фрагменты забытого прошлого в гобелен откровений. Были представлены документы, рисующие хронологическую картину, которую никто не мог предвидеть. Лукас с его невинными глазами и пылкими надеждами был не просто еще одним ребенком в зале суда. Он был родственником судьи, ее потомком, ее внуком. Было обнаружено, что сын, от которого судья с болью отказался много лет назад, у него есть. Он вырос, влюбился, и у него родился сын Лукас. К сожалению, роковой несчастный случай унес жизни родителей Лукаса, бросив его в непредсказуемый лабиринт приемной семьи. Ирония судьбы была очевидна. Внук судьи, человек, чья роль заключалась в обеспечении справедливости и равновесия, потерялся в системе, ища любовь и место, которое можно было бы назвать домом. Важность этого открытия была огромна. Судья, всегда являвший собой образец силы и самообладания, справился с чудовищностью ситуации. Для нее это было не просто примирение с болью от расставания с сыном, но и усугубляющаяся агония от осознания того, что ее собственная плоть и кровь
блуждала в поисках утешения в нестабильном мире. По странному стечению обстоятельств, круг жизни привел Лукаса прямо к ее порогу, но не как истца в зале суда, а как маяк утраченной любви. Флетчеры, ставшие свидетелями этого глубокого открытия, испытали множество эмоций. Несмотря на то, что они приняли Лукаса с открытым сердцем, понимание того, какая глубокая связь возникла у него с судьей, сделало их обязательства еще более значимыми. Они поняли, что усыновление Лукаса – это не только заполнение пустоты в их жизни, но и восстановление разорванной семьи, разорванной обстоятельствами. Шли дни, продвигались юридические процедуры, и усыновление Лукаса Флетчерами было оформлено официально. Однако судья, получив этот чудесный второй шанс, был полон решимости не оставаться простым наблюдателем за жизнью Лукаса. Хотя по закону Флетчеры были названы его родителями, она взяла на себя не менее важную роль – бабушки, опекуна, светоча мудрости и любви. Связь была мгновенной и глубокой. Лукас находил утешение в ее объятиях, в рассказах о своем отце и в семейном тепле в ее присутствии. Вскоре в доме Флетчеров зазвучали смех и шутки 3 поколений. Воскресенья были особенными. Лукаса подчивали рассказами о детстве его отца, о юности самого судьи и о мире, который когда-то существовал. Судья, обладавшая многолетним опытом и мудростью, оказала на Лукаса благотворное влияние, благодаря чему он вырос с сильным чувством идентичности и принадлежности. Слово «мама», неуверенно произнесенное в зале суда, положило начало ряду событий Катарби, которые навсегда изменили его жизнь. Речь шла не только о том, чтобы найти дом для Лукаса, но и о том, чтобы заново открыть связи, залечить разбитые сердца и доказать, что у судьбы есть свои таинственные способы гарантировать, что любовь найдет свое законное место. В великом гобелене жизни история Лукаса стала свидетельством стойкости, надежды и неприходящей силы семьи. Несмотря на то, что пути были извилистыми, а путешествие трудным, любовь восторжествовала, устраняя пробелы и залечивая старые раны. Это послужило горьким напоминанием о том, что даже в огромном и сложном лабиринте жизни можно найти связи, а семейные узы, какими бы разрушенными они ни были, можно восстановить самыми неожиданными способами.